Всех приветствую на канале Animal Life. Родители сказали выбросить его на улицу, но дети не могли предать щенка. 5 замечательных ребят из северной Танзании, Гудлак, принцесса Касберт, Карен и Кенни, шли домой из школы. 4 барышень делились впечатлениями от прошедшего дня и были очень рады, что единственный мальчишка в их компании не стесняется дружить с девочками. И не мудрено, ведь у этого парня очень доброе и мягкое сердце. Он первым увидел большого лопоухого щенка, который бегал в опасной близости от дороги. Малыш порывался перейти на другую сторону и пару раз чуть не попал под колеса мотоциклов. «Ему надо помочь», — сказал Касберт, и всей гурьбой побежали к собаке. Юный любитель животных был кем-то вроде вожака, и девочки к нему явно прислушивались. Ребята начали гладить и обнимать щеночка, а тот отвечал им веселым помахиванием хвоста и щедрыми обнимашками. В конце концов дети решили забрать его к себе домой. Но там их ждало разочарование, ни один из родителей не одобрил появление нового члена семьи. С ним столько возни, да и кормить его надо, выбросьте его обратно на улицу. Однако дети отказались бросить питомца. Посовещавшись, они повезли его к парню по имени Исмаэль Мунгая, который содержал мини-приют для уличных животных. Отец и мать этого молодого человека были более лояльны и помогали сыну в его добром деле, оплачивая расходы маленького приюта. 21-летний Исмаэль ставил на ноги брошенных кошек и собак. На тот момент в вольерах уже жили 6 собак, то есть все места были заняты. Но увидев слезы в глазах детей, парень решил помочь им и все-таки взял маленького Джека, так ребята назвали щенка, под свою опеку. Как же обрадовались юные волонтеры. Они пообещали приходить и проведывать своего друга как можно чаще. Побежали дни, и это были хорошие дни для непоседы Джека. Он подружился со своими ровесниками Арио и Дейзи. Все собачки, живущие здесь, дорастут до нужного возраста, будут привиты и кастрированы, а после найдут себе добрых хозяев. «Эти дети сделали меня счастливым», — говорит хозяин мини-приюта. «Я увидел в них единомышленников, значит, я не одинок в своих стремлениях». Парень вспоминает о том, как начинал свою жизнь маленький приют. Его первой собакой была дворняжка по имени Тина, которая родила щенков прямо на улице. Исмаэль взял маму и 4 крошек и положил в коробки у себя дома. Потом он связался через соцсети с целым рядом специалистов, которые помогли ему организовать правильный уход за животными. Таким образом, в первый год 19-летний юноша спас более 30 собак. Вот такая чудесная история о доброте, которая живет в далекой и жаркой Танзании. Очень надеемся, что огонь милосердия, горящий в детских сердцах, никогда не угаснет, а разгорится еще сильнее. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!